Привет, я Фростмун, и это видео будет отличаться от всех остальных на канале. В нем будут затронуты такие серьезные темы, как эмоциональное выгорание, депрессия и последствия всего этого. Если вы нуждаетесь в помощи, в описании к этому видео я собрала ресурсы, которые могут вам помочь. И помните, вы не одни. Я не эксперт в этой области и могу ошибаться в каких-либо терминах. У меня не стоит официального диагноза, и было бы неправильно самой себе его ставить, но я хочу поделиться с вами своей историей о том, как я смогла все это преодолеть. Это видео можно считать больше как признание самой себе. Я находилась в депрессивном состоянии с 2015 года. Скорее всего, все, кто знает меня с того времени, подумают, что это все неправда. На людях я была достаточно позитивным человеком. Мне казалось, что если у тебя есть какие-то проблемы, то ты сразу становишься слабым в глазах других. И под маской милой и беззаботной девочки я скрывала все свои переживания. Я помню то состояние, когда фазы «мне плевать, как я выгляжу» и «О нет, мои 40 килограмм — это много», меняли друг друга чуть ли не каждый день. Я уже не смогу описать все свои чувства в самый пик этого состояния, ведь все-таки спустя время мозг стирает какие-то негативные воспоминания. Я никому не говорила об этом, и по мне, как я думаю, не было заметно, что у меня есть какие-либо переживания, так как мной двигал еще и перфекционизм по отношению к самой себе. И он же сделал из меня невротика. Знаете, когда ты не можешь чем-то заниматься, если ты не можешь сделать это лучше всех, у тебя пропадают какие-либо цели, ты начинаешь потакать другим, чтобы выглядеть в их глазах лучше. Самое печальное от этого состояния, что ты перестаешь чувствовать какие-либо эмоции. Ты понимаешь, да, что тебе сейчас, например, должно быть весело, но ты не чувствуешь этого. Ты перестаешь чего-то хотеть и просто подстраиваешься под остальных. Ты просто не имеешь своего мнения. Тебе без разницы, пойдешь ли ты туда или туда, скушаешь то или другое. Тебе просто без разницы. И если ты находишь то, что помогает тебе испытывать чувства, ты начинаешь к этому тянуться, у тебя вырабатывается гиперфиксация к этому. И ты начинаешь, например, интересоваться какой-либо одной темой. У меня, например, было навязчивое состояние минимализировать количество предметов вокруг себя. И я смотрела кучу роликов про минимализм, о разных системах уборки, читала книги про уборку. В детстве я была очень активным ребенком, я любила общаться с людьми. Нет одной какой-то причины, из-за которой все сразу началось. Они накладывались друг на друга. Я проработала каждую причину и могу назвать себе их просто по списку конкретно, одну за другой, но поймите меня, пожалуйста, я пока что не готова рассказать о них. Я никогда ни с кем не тусовалась. Типа, по большей части это была в основном иллюзия. Типа, всё равно, знаете, как-то странно рассказывать о том, что на самом деле ты ни с кем не тусуешься и сидишь дома. Типа, как я перешла в другую школу, а я перешла не только из-за того, что у меня были проблемы с позвоночником, но и с проблемы с одноклассниками, потому что со мной особо никто не общался, а я жила в поселке. То есть это были единственные люди моего возраста, типа, единственные 12 человек. И где-то в 7 классе они устроили бойкот мне, типа, юношеский максимализм. Они решили просто со мной не общаться. Это вот, которая была лучшая подруга.
И они настроили весь класс против меня. Поэтому я хотела сначала просто сменить школу. Но потом в этот же месяц я узнала, что у меня проблемы с позвоночником. И просто пришла в другую школу. А в другой школе у нас был класс девочек. А вы знаете, что такое женский коллектив? Это прям жесть. Это прям змеиное гнездо. И с учетом того, что мы жили там, и у них уже был как бы сформированный коллектив, и девочки там дружили по двое, по трое, и со мной как бы все общались хорошо, но близко никто не общался. Типа со мной никто не гулял, они гуляли вместе, меня никогда никуда не звали. Ну да ладно. Вот, ну и выпускаюсь из школы, поступаю в колледж. Тут у меня группа мальчиков и одна девочка. С этой девочкой мы так нормально и не смогли общаться. Мы слишком разные, что ли, не знаю. Но она тоже как-то не особо, как сказать, не особо поддерживала диалоги со мной. А мальчики... Знаете, такая проблема есть. Как бы это сейчас не по-эгоистически выглядело. Когда ты единственная девочка в группе, к тебе все равно немного другое внимание, не как к другу. Вот. И это очень мешает общению. Она сейчас сделала сильнее, не знаю, потому что в те моменты, когда у меня не было вот такой опоры в виде подруг, происходили такие ситуации, в которых бы они помогли бы советами и так далее. Почему никто не замечал? Я ни с кем не общалась достаточно близко, а родители не замечали из-за того, что в 2015 году я перешла в санаторную школу, в которой проживала с понедельника по пятницу, а на выходных приезжала домой. Когда я поступила в колледж, там проводили всякие психологические тесты. Один из тестов показал, кстати, вот он, уровень ситуативной тревожности 6 из 6. А по разбору личности мне подставили, что я холерик. Но это правда. Невротик холерик. Мощно, да? И все, что мне сказал психолог в школе, не веди себя как мальчик. Это все, что она сказала. Я думаю, что это было просто мое состояние защиты, что оно выглядело вот так. Благодаря моему волевому характеру и какому-то стержню я не ушла в себя окончательно. Дату, когда у меня началась стадия торга, можете увидеть даже и вы. Это конец 2017 года, когда я начала стримить на Твиче. И стадию изоляции и депрессии, когда я постоянно то начинала стримить, то заканчивала и заново. Иногда люди не понимают, что их слова и действия ранят кого-то намного сильнее, чем они думают. Из-за некоторых событий в жизни ты начинаешь думать, что нельзя ошибаться в чем-либо, и перфекционизм начинает нарастать, а завышенное ожидание равно потенциальное разочарование. Психологом я ходила дважды, не считая того психолога в колледже в 2017 году и в 2021. Это все были единичные разговоры, и в 2017 году он вообще не дал никаких выводов. А к 2021 я уже сама разобрала все свои ситуации и просто услышала подтверждение от специалиста. У меня также появились частые сильные головные боли, которые
не уходили даже после принятия обезболивающего. В неврологическом центре мне поставили диагноз мигрень и назначили суматриптаны, чтобы купировать боль, и транквилизаторы, чтобы улучшить общее эмоциональное состояние. И по моим наблюдениям, именно они помогли мне начать выходить из депрессивного состояния. Ребята, помните, принимать какие-либо медикаменты без назначения врача запрещено. Не факт, что они смогут помочь именно вам. Это все очень индивидуально. Есть моменты, о которых я жалею. Но без трудностей, которые мы прошли, мы бы не стали тем, кем являемся сейчас. Я до сих пор боюсь доверять людям, но я работаю над этим, там маленькими шагами, но я иду к этому. Мой практически полный уход из социальных сетей 2 года назад – это стадия переосмысления моей жизни. И я вижу в себе новые силы, у меня появились цели, у меня новый взгляд на жизнь. Я борюсь со своим перфекционизмом. Если бы он победил, вы бы никогда не увидели этот ролик. Я приняла то, что не нужно быть идеальным, чтобы тебя любили. Ты достоин любви вне зависимости от своих достижений, от своего внешнего вида. Ты просто достоин любви, потому что ты есть. И помни, каждая твоя неудача через секунду уже в прошлом. И самое важное — не стать заложником этого прошлого. У тебя есть настоящее, у тебя есть сейчас. Самое главное, у тебя есть сейчас. И ты должен радоваться своей жизни. И какие бы ни были у тебя проблемы, самое дорогое, что у тебя есть, это ты сам. Береги себя.